Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И вот такие топы. Топов на канале было уже больше сотни, сейчас конец 2024 года, намечается Черная пятница, до этого были две распродажи, и весь ноябрь и декабрь будет в сейлах. Вот я уже делал топ-10 смартфонов для покупки на сейле, а сейчас я сделаю топ-10 смартфонов, которые я бы купил себе, притом они будут в разном бюджете. На все эти смартфоны, разумеется, были обзоры на канале полноценные. Помимо обзоров полноценных на канале, напоминаю, что я это все дело покупаю, потом тестирую, потом продаю, и у меня вот такой вот взгляд долгий. Он у меня не маленький какой-то, а относительно долгий, и, разумеется, на него еще наложена ликвидность. То есть я не могу сказать, что вот смартфон красивый, поэтому беги покупай. Я реально понимаю, что я купил iPhone 16 для того, чтобы сравнивать его с другими смартфонами, там, Pixel какой-нибудь 9, Vivo X200 Pro Mini, что-то из этого оставляю, что-то из этого продаю, и в итоге для себя решаю, с чем бы я для примера ходил. На данный момент я хожу с iPhone 16 Pro Max, но я его использую для подсъема, и, скорее всего, с него скоро перейду, потому что основа подсъема уже все-таки Sony, моя камера FX3 и FX30 у Игоря. То есть у нас, по большому счету, камеры смартфонов уже минимально отрабатывают на подсъемах, потому что они все-таки хуже. Такие камеры с оптикой, они более приятные. Если вы заметите, сейчас производители даже уходят больше не к тому, что вы покупаете там супер фотографии, супер видео, они уже везде пиарят ИИ. То есть и искусственный интеллект ты покупаешь все более мощный, уже зарядки становятся менее мощные почему-то, хотя есть 300-ваттные, они ставят 40-ваттные. И в моем понимании между ультрабюджетниками и средняками должно было что-то размыться, но по мнению тех же производителей, как они выпускали что-то на Helio каком-то там полумертвом с eMMC памятью, допустим, это 14C или C75 Poco, так и продолжают выпускать. Подобное они в коем случае не советую покупать. Советую покупать бюджетные модели, но на лютых скидках. Сейчас вы как раз и узнаете. Этот топ будет необычен, он будет более краток. Напоминаю, что на любой смартфон есть обзор на канале, есть прожарка на канале Польза стримы, где я в них играю, и вы видите, как он себя ведет в играх для примера. И, разумеется, на Польза Лайв есть еще обзор одним кадром, где я хожу, рассказываю про смартфон, снимая на основную камеру. То есть вы можете больше там 100 роликов увидеть, как основные камеры работают в одинаковых условиях с одинаковым лицом у не менее чем сотни смартфонов уже. Здесь будут маленькие ремарки перед тем, как я буду рассказывать о той или иной модели, буду рассказывать, почему она в топе, и резюмирую, расскажу вам, на что бы я обращал внимание в конце ноября, но там и так все логично. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Распродажа начинается завтра, скорее всего, если вы смотрите в первый день этот ролик. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Для участия в розыгрыше Poco X6 Pro необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. И еще iPhone 16, кстати, разыгрывается. Условия в ролике по ссылке в описании, разыгрываю его на Новый год. На 10-м месте моего топа красуется единственный бюджетный смартфон, который я бы на вашем месте брал. Вот это Poco M6 Pro. 10 400 рублей получалось на Алихе. Буквально неделю назад, это на той распродаже, которую все считают максимально убогой у них, что была. И это один из покафонов, которые благополучным образом имеют всего 400 тысяч баллов Antutu, но это минимальные требования для того, чтобы вы вообще не бесились, что у вас тормозит смартфон, и не желали его разбить о стену. Как получалось десятка, там они насыпали большинству 1000 баллов, и еще на 1000 рублей был промокод. Кто-то умудрился взять его за 12,5. В общем, за 12 500 рублей это единственный смартфон, который гипотетически вас не будет бесить. То есть вот эти вот все C-серии от Poco, от Redmi, они будут безумно раздражать. Да, вы можете вот это дело купить за 9000, на распродаже будет, может быть, даже с промокодами за 8-7. Но я скажу мягко, они вас будут прям люто бесить. И вот эти вот супер устройства с мини-джеками, Type-C-шниками вроде бы, они жалкое подобие левой руки, потому что как звонилка их использовать можно, но серфить в интернете в этом суперкомфортно у вас не получится вообще никак. Установка каких-то даже программ, банковских приложений, еще чего-то, все будет очень долго открываться. Все это вас будет нервировать, и когда вы можете чуть-чуть подождать, вот, допустим, вот эта девятка, обычно промокоды бывают от 10 тысяч почти на всех платформах, на всех площадках. Докидывайте те же 2000 рублей и покупаете себе либо Poco M6 Pro,
либо я не знаю что. Вот напишите, чтобы вы за 12 вместо этого смартфона купили, потому что если говорить про Realme, у них начинается, допустим, Realme 13, свежая серия, от 16-15 тысяч рублей. Это космос, и они своих денег однозначно не стоят. Вот это вот Poco M6 Pro по мне самая стандартная рабочая лошадка, на которую стоит обратить внимание. Все, что имеет меньше, чем 200 тысяч баллов Antutu, а вот такие устройства так и имеют, какого-то лешего они годами ничего не меняют в этих устройствах, они делают их более приятными, но внешне, но железо почему-то не меняют, хотя им ничего не стоит, потому что по мне ультрабюджетный сегмент, такие как вот эти смартфоны, он должен вообще погибнуть, потому что разница, когда в 15 долларов шаг, они искусственно создают вот этот вот сегмент. Вот и все. То есть они по мне должны Poco M6 сделать еще дешевле. Но это мое мнение. И это один из тех смартфонов, который я считаю самым ходовым для покупки, для того, чтобы купить ребенку, бабушке, себе как второй телефон. Возможно, вы напишите, что есть что-то лучше. 10-е место, как я уже говорил, Poco M6 Pro. Напоминаю, что полные обзоры по ссылке в описании, так же как ссылки на исходники фото и видеосъемки, так же как прожарки отдельно на канале Польза стрима. Так вот, Poco M6 Pro оснащен Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Плотность пикселей 394 ppi, экран защищен Corning Gorilla Glass 5 серии, яркость в пике 1100 люксов и Always On Display, как всегда, урезанный. Процессор, к сожалению или к счастью, MediaTek Helio G99 Ultra, когда они уже у них кончатся, да, техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2,2 ГГц. Оперативная же память LPDDR4X на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2, главное не eMMC, как в бюджетках до 10 тысяч, на 256 или 512 ГБ. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка Dual 4G сетей ниже. Слот гибридный под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Датчик приближения работает плохо, он здесь виртуальный. Bluetooth версии 5.2 и NFC модуль в наличии. Интерфейс MIUI на базе Android. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 40 минут. В PC-марке Smart выдал у меня 8 часов 51 минуту, это очень даже неплохо. Throttling тест смартфон проходит стабильно, но с минимальными значениями. 189 гипсов минимально, 204 гипса максимально и в среднем 200 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 731, в мультикоре 1977. В Antutu выбивает 429 тысяч попугаев, а Storage тест показывает 46 тысяч, что в принципе неплохо. По камерам основной сенсор на 64 мегапикселя с максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps, на основу сверхширик на 8 мегапикселей, плюс есть 2-мегапиксельный макросенсор бесполезный, затычечка. Фронталка на 16 мегапикселей с максимальным доступным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Все примеры видеосъемки, повторяюсь, в отдельном ролике. Дополнительные характеристики здесь IP54, то есть легкого дождика он не боится, и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Есть ИК-порт, есть мини-джек на 3,5 мм, то есть такая вот рабочая лошадка. Не суперкомфортная, 400 тысяч баллов в Antutu, это не цвет, блеск, красота, но в эти деньги очень даже неплохо. На 9-м месте моего топа довольно нестандартное решение, но топ мой, это те смартфоны, которые я брал себе, не Realme GT6 китайской версии, вот он у меня в руках, там вроде бы и все бенды и все остальное, а как не смешно это признавать, если вы посмотрите мой обзор, Realme GT6 глобальной версии. 36 он был на распродаже, разумеется, там с промокодами, купонами и всем остальным на Алихе он был 34, на других платформах мог бы быть и 33, народ покупал за 33, на одной из платформ людям отправили реально глобальную версию, кстати, можете погуглить в интернете, которая, к сожалению, была заблокирована, то есть она была глобалкой, но не для России. И, соответственно, ввиду того, что это не Алиха, там большие проблемы по разблокировке. То, о чем я и говорил, и этому я не рад. Потому что где-то у вас есть гарантия, где-то нет. И повторяюсь, если у вас даже на Авито есть знакомые продавцы, у которых есть маленькие магазины, и вы им доверяете, почему не покупать их там? То есть и серовозом, и т.д. и т.п. Просто вы оцениваете риски, опыт и все остальное. То есть ориентир здесь примерно на Алихе 34-35 во время распродажи с купонами. Напоминаю, что доллар у нас уже соточка, 100 рублей за доллар, и вот эти вот все долларовые эквиваленты. Мы сейчас видим смартфон за 350 долларов. Флагманский GT6 имеет возможность снимать просто нереально круто. И понятно, он проигрывает, допустим, Vivo X200 Pro и X200 Pro Mini по некоторым параметрам, но большинство пользователей не увидит разницу. И это глобальный смарт, и его можно приобрести где угодно, и мне он реально понравился по соотношению цена-качество на сегодняшний момент. Я бы его мог себе выбрать. Я четко знаю, что с ним
можно было бы проходить года 2-3, и даже если бы я заделался в видоделы или мне надо было делать фотографии, мне бы его было с головой. А красит он примерно так же, как и все китайские девайсы, не красят периодами айфоны и иногда Samsung, но не всегда. Дальше. На 9-м месте, как вы уже услышали, Realme GT 6 глобальной версии, не путайте с китайской. В общем, это обычный Realme GT 6 Global. Смартфон оснащен OLED-дисплеем BOE 8T LTPO с диагональю 6,78 дюйма. Разрешение 2780 на 1264 пикселя, защита Corning Gorilla Glass Victus второй версии, плотность пикселей в 450 ppi и частота обновления экрана от 1 до 120 Гц. Яркость в пике 1600 люксов, технология Always On Display полноценная. Проц установлен Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3 ГГц. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. Система Realme UI на базе Android. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, Bluetooth версии 5.4, поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей со всеми бендами и ниже. Слот под 2 сим-карты, датчик приближения работает отлично, NFC на 360 градусов на борту. Емкость аккумулятора 5500 мАч, заряжается от родного адаптера питания на 120 Вт от 0 до 100% за 26 минут. В играх за 1 час смартфон поедает 26%. При просмотре роликов на YouTube за 1 час в среднем уходит 4%. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами: 204 гипса минимально, максимально 411 гипсов и в среднем 344 гипса на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 1756, мультикоре 4629, а в GPU OpenCL Score 8930. В Antutu выдает результат в 1 400 000 попугаев, и по попугаям его хватит на года 3 свободно. Storage тест показывает 163 тысячи. Когда говорят попугаи не важны, это все работа вашей операционной системы. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony Elite 808 на 50 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS, сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей, телефотосенсор на 50 мегапикселей Samsung S5 KG-N5, очень даже неплохой, фронталка Sony IMX 615 на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Из дополнительных характеристик защита IP65, вибромотор с технологией Haptics, но не топовой стереодинамики с поддержкой технологии Reality Audio, режим GT и K-порт. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет беспроводной зарядки, нет мини-джека, старая версия Type-C, оптический зум у телевика только двухкратный, сброс яркости в играх, звук полуторка с перекосом конкретно, в принципе, почти у всего топа так. И пластиковая рамка. Но в целом, учитывая, как они сбросили ценник, я бы его себе взял. Для съемки видео, фото и для всего остального прям очень оптимальный а-ля флагман, потому что в каких-то моментах он, разумеется, не флагман, никакой там суперской защиты от влаги нет, еще чего-то. Но, с другой стороны, все, что надо, здесь есть. На 8-м месте моего топа iPhone 16 Pro. Притом это не iPhone 16 Pro Max, который ношу я веду телеграм-канал, и мне удобнее большой смартфон местами. Но если бы я не был блогером, 99,9 в периоде я бы носил компакт. Я, в принципе, и носил, пока был 19 лет инженером, там S21 у меня был маленький. Стабильно у меня был какой-то один маленький смартфон. Почему это удобно, я думаю, вы и сами прекрасно знаете. В любой кармашек закинул, в любое портмоне. iPhone 16 Pro по съемке видео, по натуральности фотографий, как многие правильно, опять же, я думаю, что это маркетинг, и это было какие-то ТЗ, но они очень правильно отмечали, что фотографии на этот смартфон можно отправлять врачу, потому что скин-тон передается верно. Да, у них сейчас уже добавились вот эти кнопочки по тону цвета кожи, чтобы ты мог подбирать. Но если ты будешь все делать в стоке, то чаще всего у тебя будет самая натуральная цветопередача, какая только есть на рынке. И да, это сейчас какие-то ограничения в плане установки банковских приложений, не все так просто. Это ограничения по оплате. Возможно, они сделают оплату Bluetooth, но сегодня, на данный момент, когда я делаю ролик, ее еще нет. В целом, учитывая аксессуары, то есть у них лучшие наушники, лучшие часы, которые все копируют, программное обеспечение, которое все копирует, все. И Dynamic Island, и вот эти кнопочки. И 16 Pro великолепный смартфон, который стоит своих денег однозначно. Если у вас есть аксессуары от Apple, вы сидели на яблоке, я бы себе его брал по многим причинам, начиная от габаритов и заканчивая его возможностями. То есть в этом компактном устройстве есть все, что надо. Да, через какие-то костыли, какие-то вещи, но те же, вспоминая Vivo, допустим, X200 Pro Mini,
там на секундочку нет одного бенда, у вас, как говорится, все хорошо. Ну, китайские смартфоны, а в глобалке у нас мы выбираем только между Samsung'ами, пикселями и им, и все. Ну, Asus'ы были когда-то. Все, Samsung, пиксели и айфоны. И вот среди этих компактов я ходил с Самсой, но вот сегодня бы я ходил уже с яблоком. То есть когда-то я ходил с 21-го. На 8-м месте Apple iPhone 16 Pro. Смартфон оснащен Super Retina XDR OLED дисплеем на 6,3 дюйма с разрешением 2622 на 1206 пикселей. Плотность пикселей в 460 ppi и технология с адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Always On Display с интеллектуальными алгоритмами для экономии энергии, яркость в пике 1700 люксов, установлен здесь бионический чип A18 Pro с техпроцессором 3 нанометра с 6 ядрами и максимальной частотой в 4,4 ГГц. Также смарт оснащен 6-ядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным движком. Оперативная же память на 8 ГБ, встроенная память на выбор 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Система iOS 18, по связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка eSIM, 5G сетей и ниже. Датчик приближения работает корректно. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, NFC поддерживается. Емкость же аккумулятора 3582 мАч. Смарт поддерживает беспроводную зарядку MegaSafe до 25 Вт и проводную до 45 Вт. Заряжается от 0 до сотки по проводу за 1 час 20 минут. За час просмотра видео на YouTube ушло 4% заряда, в играх в среднем за 1 час уходит 25% заряда. В Antutu iPhone 16 Pro выдал 1 695 000 попугаев, в Storage тест показал 83 000, в Geekbench 6 в сингл-коре 3222, в мультикоре 7852 балла. В GPU Metal Score 30 000 баллов. То есть, в принципе, неважно, какие там цифры показывают storage-тесты и все остальное. Почему? Потому что они максимально оптимизированы с ПО, и им нужны меньшие мощности. И, опять же, те, кто сидят и на андроиде, и на яблоке, вы замечаете, как первыми приложения, особенно специфические, допиливают под iOS, а потом уже под Android. Основной сенсор здесь на 48 мегапикселей, сверхширик тоже на 48 мегапикселей, телефотосенсор на 12 мегапикселей, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 120 FPS. Дополнительные характеристики: защита от влаги по стандарту и пыли IP68, разъем Type-C версия 3.0, файлы перекидываются быстро, кнопка действия, кому-то она может быть нужна. По факту у iPhone уже 5 кнопок, стереодинамики, динамический остров и Face ID. В общем, много всего интересного и супер топовые аксессуары. Минусы: экран не поддерживает мультитач на 10 касаний и медленная зарядка. Комплект поставки довольно скромный. На 7-м месте моего топа лучшая из лопат. Это Samsung S24 Ultra. Единственный смартфон, который есть у А брендов, может быть у Б и С брендов, хотя я не видел. Есть смартфоны со стилусом. Единственный смартфон, который дропается в цене максимально комфортно. То есть он, как я говорил в ролике последнем, когда на него делал повторный обзор, это единственный смарт-флагман, на который я сделал 2 обзора на канале, потому что они его реально допилили. И за 85 штук, это $850, это просто бомбическое устройство, если вы хотите в чем-то копаться. Если вы хотите постепенно переходить на раскладушки от Samsung Pro плюс-минус и вообще понять, что сам сможет дать, а по мне, если Samsung брать, то либо флагманы, либо какой-нибудь там А55, но поиграться и потом не знать, что с ним делать. В общем, это золотая середина для флагманов лопат. То есть, если бы я хотел себе лопату, да, самые адекватные деньги. Это первое. Второй момент. Ты возьмешь за 85, но вряд ли он дропнется до 50. Это вам не Huawei. И мне очень импонирует это устройство в плане дизайна. Мне оно очень импонирует в плане отношения к программному обеспечению. И почему он так низко в топе? Потому что как раз в программном обеспечении, допустим, чтобы установить те же программы под игры, здесь все через одно место. То есть максимально усложненное устройство для того, чтобы им профессионально пользоваться. Но это мой взгляд блогера. У вас может быть, как у пользователя, другой взгляд. Я его бесконечно могу рекомендовать. И сразу, у кого есть S22, S23 Ultra, нечего обновлять. Это такое же устройство плюс-минус. Все эти ИИ, которые у кого-то работают, у кого-то не работают, это не важно. Но на Авито у серовозов по 85-90 штук это супер классная тема, с которой вы проходите минимум года 3. Вот. Может быть, кто-то в сетевых магазинах найдет дешево, либо кто-то на маркетплейсах. Но такие смартфоны — это специфика для маркетплейсов. Почему? Потому что, напоминаю, если вы берете что-то за границей,
то свыше 200 евро, то есть свыше 21 тысячи рублей, вы платите налог в 15%. Допустим, 100 тысяч рублей смартфон, от 80 тысяч рублей вы должны 15% заплатить. А на секундочку, это прям очень-очень приличные 12 тысяч. И это только таможня. Поэтому люди, которые могут ввести это дело дешевле, они выигрывают на разнице в стоимости и продают довольно часто выгодно. На седьмом месте Samsung Galaxy S24 Ultra. Экран Dynamic AMOLED 2X на 6,8 дюйма. Это и правда огромная лопата с разрешением 3120 на 1440 пикселей. Плотность пикселей 505 ppi, яркость пики 1500 люксов, частота обновления экрана адаптивна от 1 до 120 Гц, полноценный Always On Display нового формата в наличии. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой в 3,4 ГГц. Оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ, внутренняя UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система One UI на базе Android. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка eSIM, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Слот под 2 сим-карты, Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль в наличии. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке он выдал результат 8 часов 14 минут. Smart же поддерживает проводную зарядку до 45 Вт, беспроводную до 15 и реверсивную зарядку. К плюсам отнесу, что можно активировать функцию обходной зарядки для игры. Тротлинг-тест Smart проходит со следующими результатами: 314 гипсов минимально, максимально 506 гипсов и в среднем 378 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench в сингл-коре 839, в мультикоре 2293, в GPU-скоре 13000, в Antutu выдал результат в 1 300 000 попугаев, в Storage тест показал 167 тысяч. Переходим к камерам. Основной сенсор Samsung ISOCELL HP2 на 200 мегапикселей с разрешением максимальным для видеосъемки 8К 30 FPS. Есть также 4К 120 FPS, 60 FPS и ниже. Телефотосенсор Sony IMX854 на 50 мегапикселей и еще один телефотосенсор на 10 мегапикселей. Сверхширик Sony IMX564, фронтальный сенсор Samsung S5K3 LU на 12 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Дополнительные характеристики: водонепроницаемость здесь тоже топовая по стандарту IP68, USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, встроенное электронное перо S Pen с поддержкой различных жестов для управления. Ко всему, с помощью него можно еще управлять умной бытовой техникой. Минусы: поддержка зарядки всего до 45 Вт, скромный комплект поставки, точнее его вообще, считайте, нет. Шим у экрана, мало аудиокодеков и нет АК-порта. Ну и шестое место — это OnePlus Nord 4. На Алишке минимальный ценник был 32 во время распродажи, то есть можно было еще использовать купоны, можно было еще использовать благополучным образом баллы, которые раскидывали. В районе 30-ки, если вы приобретете вот эту вот прелесть, вы будете рады. То есть если вы хотите потестировать какой-то нормальный палас, да, у меня были проблемы с тачем, у одного из блогеров, который это дело тестировал, были проблемы со связью, но в общей картине за 30 штук это прям супер крутой смартфон. И это глобалка. Норды не глобалками не бывают. Да, он не будет идеальным. Да, его точно вам хватит на года два. Да, мне не нравится там его вот эта блестящая штука. И какие-то моменты, разумеется, здесь негативно имеются. Но я люблю палас, я люблю их оболочку, и OnePlus в этом смысле еще и с механическим переключателем за $300, а я напоминаю, что 30 тысяч сейчас это уже $300. Нужно смотреть в долларах, потому что электроника продается в долларах, вот, и очень все сильно зависит от курса. Так вот, вот этот смартфон — это что-то максимально, бесконечно адекватное. У вас нет никаких лишних технологий, с одной стороны, с другой стороны у вас металлический корпус, довольно неплохая съемка, прямой экран, уважение, и максимально строгий дизайн, который ни на кого не похож. Вот для примера обзор на канале уже был. OnePlus Ace 3 Pro, и он похож на OnePlus 12. Вы его всегда сможете отличить с нордами, правильно? Отличный средняк с великолепным вибро, прямыми гранями, малыми габаритами и ничего лишнего. Никаких там тебе ненужных телевиков, кому-то нужна, большинству не нужна, беспроводных зарядок нет. И с одной стороны вроде все плохо, ничего там нового, с другой стороны в классных материалах, в классном корпусе, с хорошей сборкой, с хорошим экраном ты получаешь глобальное устройство со всеми бендами, без заморочек. И
года 2-3 ты спокойно с ним сможешь проходить, учитывая его мощность. На шестом месте, как вы уже услышали, красуется OnePlus Nord 4. Экран AMOLED на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Плотность пикселей 450 ppi, частота обновления экрана до 120 Гц, яркость в пике 1400 люксов. Полноценный Always On дисплей в наличии. Процессор установлен новый Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,8 ГГц. Оперативная память LPDDR5X на 8, 12 и 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 128, 256 и 512 ГБ. Система Oxygen OS на базе Android, по связи есть поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Слот по 2 сим-карты, датчик приближения работает исправно, Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Nord 4 поддерживает NFC-модуль для бесконтактной оплаты, емкость же аккумулятора 5500 мАч, в PC-марке Smart выдает 9 часов 46 минут, Smart поддерживает максимальную мощность зарядки до 100 Вт, от 0 до 100% с адаптером питания до 120 Вт, зарядка составляет 32 минуты. Это прям очень хорошо и быстро. Прогонка в тротлинг-тесте выдала 284 гипса минимально, 356 гипсов в среднем и 382 гипса максимум. Тест я проводил на 100 потоках в течение 60 минут. Geekbench 6 в синглкоре 1559, в мультикоре 4004, в GPU Open Sales Core 8062. В Antutu выдал 1 миллион 16 тысяч попугаев, Storage Test показал 158 тысяч. Переходим к сенсорам. Основной сенсор Sony LIT 600 на 50 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS, сверхширик Sony IMX355, с фронта же установлен сенсор Samsung S5K3 P9 на 16 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора всего 1080p 30 FPS, фронталка никакая. Дополнительные характеристики — это корпус из авиационного алюминия, механический переключатель режимов звучания, стереодинамики, но с перекосом по громкости, вибромотор с поддержкой технологии O-Haptics, очень хороший. Минусы: нет возможности расширить ПЗУ, нет мини-джека, и проблемы у меня были с сенсорным откликом, у другого блогера были проблемы со связью, у меня их не было. В целом, за те деньги, о которых я говорил, очень шикарный смартфон. На пятом месте, как бы его ни хейтили, что бы кто ни говорил, я понимаю, что Nothing — это тот же самый Palace в каком-то смысле, точно они когда-то скажут, что они BBK, хотя не факт, ладно, 99% по моему мнению, 1% оставляем на совести программистов. И вот у CMF просто великолепно дешевые, выгодные, как хотите, как вам удобнее, наушники-часы. До 5000 рублей вы приобретете себе прям устройство на очень хорошем уровне. И они еще выкатили смартфон. И до 20-ки 8256 это более чем достойный вариант. Понятно, что есть варианты лучше. Есть варианты, допустим, там, не знаю, какой-нибудь третий эшелон с беспроводными зарядками, но программное обеспечение там классное. Вот эта идея с сменой корпусов и ручкой, и отсутствием всего лишнего супер, и мне он понравился. То есть вы можете приобрести себе смартфон и заморочиться не только программно, но и физически. Что-то там на 3D принтере себе сделать. Я бы себе его взял. То есть мне он прям безумно понравился. В $200 классный смарт. Он не просто оставляет вам какие-то эмоции, как гику, но он остается в вашей памяти. Мне 40 лет, у меня есть все гаджеты, какие я хочу, я их покупаю, рассказываю вам, но я его хочу. И у меня не было никаких негативных эмоций по отношению него в моментах там из разряда съемки, использования. Смартфон очень крутой. На пятом месте красуется CMF Phone 1. CMF Phone 1 использует Super AMOLED LTPS дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, защитой Dragon Trail Pro, адаптивной частотой обновления экрана от 60 до 120 Гц и плотность пикселей 395 ppi, притом яркость в пике 1600 люксов. Процессор же здесь установлен MediaTek Dimensity 7320 5G с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,5 ГГц. Система Nothing OS на базе Android, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 ГБ или 256 ГБ. CMF Phone 1 поддерживает Wi-Fi 6 серии, 5G сети, 4G сети и ниже. Датчик приближения работает корректно. Слот по 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 2 ТБ, так называемый гибридный слот. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, емкость же аккумулятора 5000 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку до 33 Вт и обратную проводную до
5 Вт. В PC-марке он выдал хорошие 10 часов 48 минут, заряжается смарт от 0 до сотки около 1 часа 20 минут, у кого-то быстрее. Тротлинг-тест я прогонял на 100 потоках при 60 минутах штатный. Результат следующий: 337 гипсов минимально, максимум 379 гипсов и в среднем 361 гипс. В Geekbench 6 в синглкоре 1026, мультикоре 2667, в Antutu выдал результат в 647 тысяч попугаев, и это очень даже комфортно. Storage-тест показал 48 тысяч. Основной же сенсор здесь по камерам Sony IMX882 на 50 мегапикселей, что очень неплохо, с максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS, фронталка на 16 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Дополнительные характеристики — это тыльная крышка съемная, ее можно заменить, защита по стандарту IP52. Минусы: нет NFC-модуля, однодиапазонный GPS, плохая стабилизация при видеосъемке, нет ЭК-порта и мини-джек на 3,5 мм. Плюс еще ему на звук. Мало производительности. Но сменные панели. Детская радость, да? Как основной смартфон нет, но, повторяюсь, как второй прям вау. 4 место. Напоминаю насчет компромиссов, то есть вы прекрасно понимаете, что это мое мнение, у вас мнение, разумеется, другое, и не бывает идеальных вещей, бывают компромиссы, которые вас устраивают. Вот, допустим, на 4 месте Asus ROG Phone 8 Pro. И это нереально крутейший игровой девайс, аналог которого вы вряд ли сможете когда-то где-то купить, кроме как у Asus, потому что были Black Shark, они благополучным образом ушли с рынка. Были iQOO, которые были направлены чисто на игры, теперь это супер универсальное устройство, а после выхода на российский рынок их космических ценников про них хочется молчать больше, чем говорить, хотя, опять же, все их устройства купил. Я надеюсь, что они не начнут блокировать, как OnePlus китайские, свои Realme, свои устройства, и еще и Oppo, да, вспоминаем мой K12. Так вот, к чему это все? К тому, что я очень надеюсь, что с iQOO такого не будет, а у Asus появится конкурент, потому что Red Magic — это, конечно, смех, это не конкурент Asus, а 8 Pro сейчас заменит 9 Pro. И, к сожалению, на подобное устройство очень редко бывают скидоны. То есть вы это устройство не сможете себе приобрести. Но если бы я убивался в какие-то игры, только Asus. Вот, ну, понятно, кто-то скажет там iPhone, еще что-то. По мне, только Asus. Потому что то, насколько комьюнити, аналогов нигде нет. Опять же, мое субъективное мнение, можете меня поправить, если вы геймер и вы со мной не согласны. На 4 месте Asus ROG Phone 8 Pro. Экран LTPO Samsung Flexible E6 AMOLED, дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, Full HD+, и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц, но максимальная частота поддерживается до 165 Гц. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии, плотность пикселей 388 ppi, пиковая яркость 2000 люксов и технология Always On Display в 1 Гц в наличии, конечно же, АОТ полноценный здесь. Процессор же установлен Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой в 3,3 ГГц. Оперативная память LPDDR5X на 16 ГБ, внутренняя UFS 4.0 на 512 ГБ. Также есть версия Edition с ОЗУ в 24 ГБ и ПЗУ на 1 ТБ. Интерфейс ROG UI на базе Android, по связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Во время звонков датчик приближения меня не подводил, слот прорезиненный под 2 сим-карты, Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль в наличии. Емкость аккумулятора 5500 мАч, в PC-марке он выдал результат в 5 часов 29 минут, смарт поддерживает быструю зарядку на 65 Вт, а также обходную зарядку и беспроводную зарядку до 15 Вт. Заряжается он от 0 до сотки в среднем за 1 час, результат прогонки в тротлинг-тесте показал 556 гипсов максимум, 487 гипсов в среднем и 474 гипсов минимально. В Geekbench 6 в синглкоре 2255, в мультикоре 6961, в GPU-скоре 14424 балла. В Antutu выдал результат в 2 109 000 попугаев, а Storage-тест показал очень крутые 181 тысячу. Основной сенсор здесь Sony IMX890 на 50 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки 8К 24 FPS, и, конечно же, есть 4К 60 FPS и ниже. Телефотосенсор на 32 мегапикселя, сверхширик на 13 мегапикселей, фронталка на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 FPS. Дополнительные характеристики — это Anime Vision, программируемая мини-светодиодная
светодиодная подсветка на крышке. Разъем USB Type-C версии 2.0 на нижнем торце, разъем USB Type-C версии 3.1 на левом торце, стереодинамики с поддержкой Dirac Virtuo, Audio Wizard профили, сертификация HRS Audio и Audio Wireless. Защита по стандарту IP68, мини-джек на 3,5 мм, система управления ультразвуковыми сенсорными триггерами с поддержкой различных видов жестов, Air Trigger. Также есть наведение с помощью гироскопа. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, и ценник, который в принципе не лоялен, он никогда не меняется, но лучших игровых устройств, повторяюсь, на данный момент нету среди смартфонов, если не считать яблок. Яблоки очень даже неплохие в 16-й линейке, но, как говорится, игрокам приготовиться, те, кто в теме, те поймут, что такое Asus. Хотя жаль, что они ушли от маленьких смартфонов своих, компактов. На третьем месте моего топа Poco X6 Pro. Вы стабильно видите его в телеге скидок по 20 тысяч рублей, там постов миллиард на него. Это, наверное, самое распространенное устройство в районе $200 по продажам за последний год. Мне так кажется. Почему? Потому что здесь железо минимум на $300, и все убивает только одно. Это датчик приближения. То есть они упорно выкатывают покафоны вот с виртуальным датчиком приближения, и кого это не бесит, можете написать мне. Я не встречал людей, которых не бесит датчик приближения в Poco, ну, кроме, может, продавцов. Напишите, что вас он бесит, может быть, когда-нибудь в комментах Poco увидит это и начнут ставить их физически. Здесь и инфракрасник, и прямые грани, и настраивается он довольно неплохо, и учитывая стоимость, лучшего варианта, наверное, по соотношению цена-качество в интернете не будет еще долго. Может быть, пока Poco 7 какой-нибудь не выйдет, X7 Pro. Если говорить про эту конкретно железку, я бы ее себе однозначно брал, если бы мне хотелось все с компромиссами в виде датчика приближения, но с возможностями кастомизации. То есть вся эта реклама в Xiaomi, все отключается при желании. Можно химичить до упора. Просто безумно огромное комьюнити. Безумное комьюнити. То есть количество людей, которые им пользуются, бесконечное. Посмотрите количество продаж на любой платформе. И он суперски популярен. Почему он, допустим, а не тот же CMF, который был раньше? Вот поэтому Poco и выше. Потому что все-таки вот эта вот душа из разряда «я хочу корпуса делать на 3D принтере, я хочу кайфа», она не побеждает разум. А разум говорит, что вот это вот железо, оно мощное, его хватит на дольше, и ты с ним можешь делать в программном смысле больше. Вот в программном смысле это устройство кастомизируется, настраивается, из него можно вытянуть намного больше, чем у CMF, поэтому он и выше по топу, и поэтому, если бы я выбирал себе один телефон, однозначно в 20-ку я бы брал это. Напишите, если у вас у знакомых Poco, мне кажется, у очень многих людей он есть. Дальше. На третьем месте красуется Poco X6 Pro. Это прям топ продаж всего и вся. Смарт оснащен Crystal Res Flow AMOLED Dot дисплеем 1,5К на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 5 версии. Плотность пикселей 446 ppi, флагманская, яркость пики 1600 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, Always On Display неполноценный. Процессор же MediaTek Dimensity 8300 Ultra с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,35 ГГц, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Операционная же система HyperOS на базе Android. По связи поддерживается Wi-Fi 6 серии, Bluetooth версии 5.4, Dual 5G, 4G сети и ниже. Датчик приближения работает плохо, слот прорезиненный под 2 сим-карты, NFC поддерживается. Емкость аккумулятора 5000 мАч, письмарки Smart выдает 7 часов 53 минуты. Smart поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки нет. Разумеется, как и нет реверсивной. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 50 минут. В тротлинг-тесте смартфон выдает 384 гипса максимум, 317 гипсов в среднем и 257 гипсов минимально на 100 потоках при 50 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 1249, в мультикоре 4244, в Antutu выбивает 1 366 000 попугаев, Storage тест показывает 183 000. Основной сенсор на 64 мегапикселя с максимальной
максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS, сверхширик на 8 мегапикселей плюс макросенсор на 2 мегапикселя. Фронталка на 16 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Дополнительные характеристики — это защита от влаги, пыли по стандарту IP54K порт, стерео с поддержкой Dolby Atmos. Минусы: нет мини-джека, нет места в слоте под microSD, плохо работает датчик приближения, смартфон перегревается иногда, система подвисает, но огромный плюс то, что здесь просто безумно огромное сообщество людей, которые это дело купили, допиливают, и по цели и задаче при желании можно его адаптировать легко. Очень много гайдов в интернете по поводу него, а мощности вам хватит очень надолго. Да, им можно пользоваться из коробки, но если вы понимаете, где у Xiaomi, допустим, реклама в прошивке, если вы можете ее быстро сами отключать, вам даже в форумы не надо будет заползать. А так, очень хорошее рабочее устройство, через которое они делают себе имя и заполоняют рынок им, потому что продают выгодно. На втором месте моего топа единственная раскладушка, которую я бы себе приобретал. И когда я говорю, это Samsung Galaxy Z6 Fold, это не значит, что Z5 Fold плохой. Или то, что у Honor или у Huawei вот эти вот по 500 000 раскладушки, кстати, где они? Кто-нибудь тестирует, нет? Или у них также Android не очень быстрый и не все программы есть. А ты покупаешь за 500 000 экран, который, если разобьешь, то все. Ну ладно, 300 000. Так вот, по мне, у Samsung из тех раскладушек, а я брал, допустим, у Перекупа OnePlus-овскую, не делал на нее обзор. Пиксель брал, пытался вот потыкаться. Но это плохо, мягко скажем, по мне. Поэтому обзора я не делал, и по той причине, что, в принципе, раскладушки — это довольно дорогой вариант. Но у самсов, допустим, не в России, есть вариант обмена этих раскладушек в официальном ритейле, и они доплачивают реально копейки. Ты один раз покупаешь, а потом доплачиваешь ни о чем какую-то там сумму номинальную для смены на следующее поколение. Если говорить о том, как физически ощущается экран у Samsung или у Honor того же, или у Huawei, ну, однозначно Honor круче. Потому что у Samsung ты видишь эту ложбинку прям капитально. С другой стороны, лучшего программного обеспечения я не встречал. И если бы у меня, а может быть она еще появится, была необходимость в смартфоне книжки, это не флип, это фолд все-таки, я бы взял такой смартфон. Флипы я не рассматриваю, я не понимаю, в чем их плюс относительно тех же фолдов, и в чем плюс фолда я могу еще прикинуть, и как его использовать. В целом, однозначно на втором месте фолд, потому что если бы я не был блогером, я бы точно себе один бы такой купил и его юзал. Напоминаю, что да, у самсов есть большое количество аксессуаров классных, в том числе наушников со своим волшебным кодеком, но под них нужен самсунговский смартфон, в том числе часов супер классных. И вся эта экосистема, даже вы можете купить планшет, который будет с гуглами, в отличие от некоторых, я бы рассматривал однозначно. То есть, когда у вас появится желание потестировать какие-нибудь раскладушки, смартфоны, книжки правильные, вы идете в магазин, трогаете все, смотрите программное обеспечение чуть-чуть в магазине в этом ритейловском и делаете выбор. Если вы выберете что-то другое, ну, выберите. Напоминаю, что они дропаются в цене прям капитально. Ремонт на пригодность лучше брать это что-то с гарантией. Все-таки за подобными смартфонами, мне кажется, будущее. И мы его увидим по-любому. На втором месте красуется Samsung Galaxy Z6 Fold. Дорого, богато. Смарт оснащен двумя дисплеями. Основной экран у смартфона Dynamic AMOLED 2X на 7,6 дюйма с разрешением 2160 на 1856 пикселей и плотность пикселей в 374 ppi. Внешний экран Dynamic AMOLED 2X на 6,3 дюйма с разрешением 2376 на 968 пикселей и стеклом Corning Gorilla Glass Victus второго поколения. Яркость 2100 люксов. Пике. Частота обновления экрана максимум 120 Гц с адаптивным режимом. Полноценный Always On дисплей на борту. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,4 ГГц. Оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Интерфейс One UI на базе Android, имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей, поддержка eSIM, 4G сетей и ниже. Слот под 2 сим-карты, датчик приближения не подводил. Bluetooth же версии 5.3, NFC смартфон, разумеется, поддерживает. Емкость аккумулятора 4400 мАч. В PC-марке смарт выдает спокойно 7 часов 30 минут. Смарт поддерживает быструю зарядку до 25 Вт, заряжается от 0 до сотки за 1 час 40 минут. Беспроводная зарядка на борту, но на 15 Вт всего.
Плюс есть и реверсивная до 4,5 Вт. Тротлинг-тест на 100 потоках при 60 минутах выдает 311 гипсов, минимум, максимум 444 и в среднем 406 гипсов. В Geekbench 6 в сингл-коре 2274, в мультикоре 6884 и в GPU-скоре 14000. В Antutu 1 510 000 попугаев. Storage-тест показал 156 тысяч. Основной сенсор это Samsung GN3 на 50 мегапикселей с разрешением для видеосъемки, основным 8К 30 FPS. 4К 60 FPS, разумеется, ниже. Сверхширик Samsung SSL 3LU на 12 мегапикселей, телефотосенсор Samsung S5 K3 K1 на 10 мегапикселей, фронталка Sony IMX374 на 10 мегапикселей и запись видео для фронтальной камеры 4К 60 FPS и ниже. Дополнительные характеристики: Z Fold 6 имеет защиту по стандарту IP48, Flex шарнир, режим Flex, разъем для зарядки USB Type-C OTG 3.2 Gen 1, стерео полноценная, поддержка S Pen, но он не имеет места под S Pen, можно только купить специальный чехол. Их, кстати, очень много, и они дешево продаются достаточно. Минус: нет улучшений по части камеры, медленная зарядка, скромный комплект поставки, маленькое время автономной работы, нет ИК-порта, и по железу, даже по ощущению от экрана, Samsung конкретно проигрывает просто бешеному количеству устройств, но вывозит по мне ПО. И на первом месте моего топа Xiaomi 14T. Вот у меня 14T и 14T Pro в руках. У меня есть вопросы к процессору. Да, здесь не все супер волшебно с камерой. Да, кому-то не понравится его топорный дизайн. Все, что он предлагает, понятно, что там смарт без металлической рамки. Понятно, что кому-то не нужен инфракрасник. Понятно, что для кого-то он будет слишком легкий. Но лично мне по совокупности характеристик, факторов и ценника, то есть это новинка за 33 штуки, за 25 тысяч 13 они продавали, это 14Т. Я бы его брал с легким сердцем и продавал бы через год, пока не вышло бы 15Т, или со стартом продаж 15Т докинул бы те же 5-7 тысяч рублей и купил бы новый. Почему? Потому что смартфоны реально хорошие, это реально то устройство, которое имеет все для того, чтобы для меня быть комфортно. Называйте меня Xiaomi, вспоминайте мне то, что я Nord 4 в топ включил, вспоминайте то, что за 33 тысячи на распродаже было его сложно купить, всего в один день это было, хотя я уверен, что они еще будут дропать ценник, потому что они 13Т продавали в последний день по 24 тысячи, по 24, по-моему, с копейками, а теперь 14Т они по-любому скинут, потому что 13Т все по максимуму они сбросили. Мне нравится дизайн, мне нравится его простота, да, много вещей я бы сделал с ним по-другому, но вот обратите внимание, он у меня даже падал на кафель, и вот эта вот пластиковая рамка просто погнулась. Прямые грани, четкое понимание, что я могу вытянуть из программного обеспечения и недостатки, с которыми я готов мириться. На первом месте моего топа я считаю Xiaomi 14T на сегодняшний день. Оснащен смартфон 6,67 дюйма AMOLED-дисплеем с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Плотность пикселей 446 ppi, пиковая яркость по моим замерам 1300 люксов, частота обновления экрана максимум 144 Гц, полноценный Always On Display в наличии. Процессор здесь MediaTek Dimensity 8320 Ultra, хотя я считаю Qualcomm лучше, но он не дешевле. С техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 3,35 Гц. Оперативная память LPDDR5X доступна здесь на 12 и 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Операционная система HyperOS. На базе Android имеется поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth версии 5.4, 5G сетей ниже, а также можно завести eSIM. Датчик приближения работает хорошо и без особых нареканий. Слот под 2 SIM-карты в наличии, NFC поддерживается. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 53 минуты. Смарт поддерживает быструю зарядку до 67 Вт, а беспроводной зарядки здесь нет, как и беспроводной реверсивной зарядки. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 55 минут. В тротлинг-тесте смартфон выдает 333 гипса максимально, 310 гипсов в среднем и 289 гипсов минимально на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 1417, в мультикоре 4354, в GPU-скоре 7939, в Antutu выдает 1 280 000 попугаев. Storage-тест даже показывает 158 тысяч. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX906 на 50 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Телефотосенсор Samsung S5KG N1 на 50 мегапикселей, сверхширик на 12 мегапикселей, фронталка на 32. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS. Дополнительные характеристики: защита по стандарту IP68, ИК-порт, звук стерео, настраиваемый
управляемый вибромотор, камеры настроены совместно с Leica. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, нет беспроводной зарядки, нет адаптера питания в комплекте. У конкурентов есть покруче материалы, допустим, тот же металлический корпус у Samsung A55. У конкурентов есть много всяких других плюсов, но для себя я бы выбрал этот девайс. Опять же, сегодня, учитывая падающие ценники и учитывая, что Dimensity сделала со своими смартфонами. Да, если докинуть 10%, однозначно я бы брал Realme GT6, не думая вообще, глобальной версии. Или если как раз хочется потрогать что-то из OnePlus, я бы взял Nord 4, то есть в этом ценовом диапазоне. Но топ мой, и просто про то, что мне нравится. Здесь очень сильно вкусовщина в плане даже дизайна играет. У вас может быть абсолютно другой взгляд, у вас может быть абсолютно другой топ. Я надеюсь, что после этого топа вы поставите ему лайк и напишите в комментариях, чтобы я продолжал подобные топы. Можете написать: твой топ бредятина, но можешь продолжать. Я сделаю топ на наушники и умные часы, которые бы я себе приобрел. Они без какого-то ценового диапазона будет. Это даже не топ устройств этого года. Хотя в чем-то перекликается относительно того топа, что я делал. Но, согласитесь, частично. Под каждое направление деятельности, кроме как, да даже под видео, выбрал какие-то смарты. Потому что на S24 Ultra можно снимать видео, на iPhone 16 Pro Max можно снимать крутые видео. И на все остальное плюс-минус те же тапки, только в профиль, потому что это вас убеждают в том, что снимают что-то все плохо. Обратите еще раз внимание, куда идет маркетинг, и они уже перестали продавать видео и фотовозможности. Почему? Потому что как китайцы красили, так и красят, особенно зеленый цвет. Вот что я не покупал, и все эти вивовские суперсмартфоны. Как они проигрывали частично яблоку по видео, так они и проигрывают. А если вы хотите там стать блогером по фронталкам, шатайка полная у тех же яблок и у самсунгов. Опять же, мое субъективное мнение человека, который уже сделал больше 2000 обзоров и в основном снимал как раз на смартфоны обзоры. Перепрыгивая к игровым смартам, он только один, по мне, Asus, альтернатив нет. Ну и в принципе у рынка потребности такой нету, чтобы все бежали и покупали именно его. По поводу габаритов я уже сказал, какие смарты. Для души CMF-очка, для практики у вас $200. Несмотря на датчик приближения, тот же Poco. Да, вы можете сюда еще включить какой-нибудь Redmi Note 13 Pro Plus. Супер классное устройство, у меня с ним сын ходит. Вы можете включить себе сюда что угодно. Может, вам второй эшелон Meizu нравится. Но это будет ваш топ. Я вам рассказал, что бы я купил и по каким причинам. Да, очень часто это причина деньги. То есть на хороших скидках есть устройство, оно популярное, большое комьюнити, будут какие-то проблемы, я знаю, где искать решения. То есть форумы наполнены фанатами, круто. Во всех остальных случаях решайте сами, прикидывайте, какие у вас есть плюсы и минусы для выбора того или иного устройства. И да, допустим, бренда iQOO, который я все время советовал, ввиду его прихода на российский рынок с космическими ценниками, я советовать сейчас не могу, по той причине, что я бы поопасался бы покупать iQOOшки, так как обычно, когда кто-то приходит на российский рынок, вспоминаем те же Realme, вспоминаем те же OnePlus, они начинают блокировать китайские устройства. И кто даст вам гарантию, что вот эти вот iQOO Neo 9S Pro Plus или старые устройства не будут заблокированы BBK? Ну, дайте мне ссылку на того человека, который скажет вам: я вам поменяю или разблокирую все эти устройства. Я это не сделаю. То есть я бы для себя не стал брать сейчас ничего китайского из iQOO, а в глобалке они стоят космос. И так можно пройтись по любому бренду. Пиксели для меня, ну вот сколько я их не тестировал, греются, Tensor, не хочу о них даже говорить. Samsung только на Snap, никаких Exynos'ов. Если брать вторые эшелоны из разряда Meizu, еще чего-то однозначно нет. Sony это overprice с допотопным программным обеспечением. Honor это хорошее железо, неплохое ПО, но внешка выпилены от Huawei для того, чтобы Huawei покупали в Китае, а Honor нет. Опять же, все это максимальная субъективщина, хотя у меня, заметьте, в топе до 30 тысяч рублей в какое-то время был Honor 201 номер один на канале. И все еще его можно рассматривать к покупке, но меня бесит его внешка, я бы его себе вряд ли брал, вот, потому что вот такой у меня топ. Пишите в комментах, на что еще хотели бы вы увидеть обзор. Пишите, нужен ли вам топ-10 моих наушников, которые я бы советовал из всех лет. Потому что, ну, что сейчас, разумеется, продается и чем я сам пользуюсь. И топы гаджетов. И там не будет никакой ультра носимых из разряда браслетов и часов. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что, скорее всего, завтра будет Black Friday. Если что понравилось, не забываем на всех платформах закидывать корзинки, делать скрины цен.
и смотреть на следующий день, соответствуют ценники заявленным или нет. Может быть, сделали ниже, выше. Не покупайте ничего лишнего. Если вообще ничего не купили, вы эти деньги заработали. Кстати, еще во время распродаж будут, как всегда, часовые стримы вертикальные на канале Польза стрима. Я там по мере возможности буду вас консультировать. Приходите, пообщаемся. Удачи!